Всем привет, друзья! У каждого, кто начинает ремонт или хочет обновить уже сделанный, постоянно возникают одни и те же вопросы. Как сочетать цвета стен и мебели? Какая цветовая гамма подходит именно мне? Как выбрать цвет? Какой цвет самый практичный? Цвет очень сильно влияет на атмосферу в вашем доме. Есть очень много приемов, которые могут создать правильную, подходящую именно вам атмосферу. Каждый цвет создает определенный эффект. С цветом связано очень много стереотипов. Я думаю, все слышали фразу «Ой, все такое белое, как в больнице». Еще иногда говорят, как в морге. Черный цвет – это склеп. Фиолетовый – это, конечно же, тоска. Розовый цвет – это интерьер только для Барби. Ну и так далее. И чаще всего такие комментарии говорят люди, которые ни разу не были в подобных интерьерах, а видели их только на картинках. Сегодня я расскажу на все главные вопросы, связанные с цветом в интерьере. И обязательно досмотрите видео до конца и расскажу, какой цвет сейчас самый модный. Если вы впервые на канале, меня зовут Сенчугов Александр, я дизайнер интерьера. Обязательно после просмотра ролика напишите ваше мнение в комментариях. И если видео было полезным, то поддержите его лайком. Обои или покраска стен. Когда в строительном магазине я захожу в отдел, где продаются обои, у меня сразу же начинает нервно дергаться глаз. Нет, я не про дорогие текстильные обои или про какое-то стильное панно, которое делает акцент в минималистичном интерьере. С этими все окей. Я говорю об обоях в стиле цыганская роскошь, ненавязчивый уют, орнаментальная растительность. Вот такие обои моментально делают ваш интерьер дешевым и устаревшим. Поэтому сейчас в современных дизайнерских интерьерах чаще всего используются стены, покрашенные в один цвет. Бюджет ремонта и назначение интерьера влияют только на степень подготовки стен под покраску. Например, в каком-то бюджетном офисе или другом коммерческом помещении это могут быть флизелиновые обои под покраску, которые выровняют стену. А в дорогом ремонте это может быть сложная многослойная подготовка, когда вы на гипсокартон приклеиваете флизелин, шпатлюете все это в несколько раз, то есть проходите полноценную дорогую подготовку, чтобы у вас была идеальная ровная стена. В общем, с подготовкой стен и как они должны выглядеть мы разобрались. Давайте теперь перейдем к главному – как выбрать для них цвет. Сначала я расскажу теорию о том, как работать с цветом, как его выбирать, а потом дам несколько практических советов, которые сберегут ваши нервы и время. Определяем назначение помещения. Цвет в интерьере создает определенное состояние и настроение, поэтому, чтобы выбрать цвет, надо сначала определиться с функциональным назначением помещения. Помните, я рассказывал о зонах активности в квартире в выпуске о расхламлении? Так вот, здесь то же самое. В квартире есть разные зоны активности. Где-то мы более активны, делаем много действий, где-то мы отдыхаем и, по сути, не двигаемся. Вот точно так же есть активные, возбуждающие цвета, а есть спокойные и расслабляющие. И мы должны правильно сочетать цвет и помещение. Но мы все разные, и мы все по-разному ощущаем цвета. Кто-то говорит, что хочет спать в темной пещере, такой мрачный, уткнувшись головой, чтобы никто ему не мешал, чтобы потолок давил на него. А кто-то, наоборот, хочет много света, воздуха, в котором ему будет приятно засыпать. Так вот, сначала определяем функцию, потом с этой функцией проводим наши ассоциации. То есть вот со сном у меня ассоциируется такой вот яркий, светлый цвет. Или наоборот, темный, мрачный. Мне так легче будет засыпать. Вообще, я сразу же представляю соседей, которые приходят к вам в гости и говорят: фу, синяя спальня, да как можно спать в таком холоде? А вам, наоборот, нравится этот цвет, и он ассоциируется у вас со свежестью. Поэтому прежде всего нужно прислушиваться к себе, к своим внутренним ощущениям, а не к разговорам ваших друзей и соседей. Активные цвета больше подходят для помещений, где проходит много активности. И не обязательно физической активности, это может быть также работа мозга, поэтому яркие цвета очень хорошо подходят для офисов, для детских комнат или для каких-то спортивных помещений. Часто в спокойных пространствах используют более теплые цвета, а в активных, наоборот, более холодные. Сейчас я делаю ремонт в своей квартире, и мы дошли до этапа покраски. Чтобы покрасить стены, пришлось демонтировать все радиаторы. И в квартире, сейчас зима, становится довольно холодно. Прораб предложил для прогрева воздуха поставить масляный радиатор или тепловую пушку. А я недавно нашел очень стильный дизайнерский радиатор, электрический, но мне очень жалко тащить его на пыльную стройку. Сегодняшний выпуск выходит при поддержке дизайнерского радиатора Joule. Его можно использовать как дополнительный источник обогрева зимой или в межсезонье, когда основное отопление не работает. Я знаю, что многие мерзнут в это время.
Меня жутко раздражают обычные обогреватели. На грязной пыльной стройке вот им самое место. А Joule стильный и потребляет в 2 раза меньше энергии за счет инфракрасной технологии и удаленного управления со смартфона. Его можно поставить у окна или даже повесить на стену. Он тонкий, стеклянный, всего лишь 10 мм и выглядит как настоящий арт-объект. Сегодня мы обсуждаем, как выбрать цвета в интерьере, поэтому у вас не будет проблемы, как выбрать правильный цвет для радиатора Joule, потому что он идет в нескольких вариантах цвета. Подробное описание будет под видео. Выбираем нейтральные цвета. Интерьер в большей своей части должен состоять из нейтральных цветов, их оттенков и сочетаний. Чтобы было проще понять, как добиться нейтрального цвета, представьте себе просто пыльные цвета. Уже потом к этим нейтральным цветам можно добавить яркий акцент. Подушку, кресло, может быть даже диван или большую яркую стену. Вот здесь очень большой шанс ошибиться. Когда вы видите фотографию интерьера с ярким пятном, помните, что вы видите маленькую фотографию размером максимум А4. Так вот, если вот это А4 увеличить на ваш интерьер, то вы получите яркое пятно размером 3 на 3 метра. И очень большая вероятность, что это пятно будет на вас давить. О таких моментах вас должен предупреждать ваш дизайнер. Вы вряд ли были в интерьерах с полностью черными стенами, с бетонным потолком или еще что-то такое. А дизайнер в силу своей работы и насмотренности должен побывать в таких интерьерах, поэтому постарайтесь довериться его опыту. Но все равно, если вы чувствуете, что бетонная стена будет вас раздражать и бесить, то обсудите, хотя бы проговорите это с дизайнером, чтобы потом это не всплыло уже на моменте стройки. Дизайн — это компромисс между дизайнерским решением, опытом дизайнера и пожеланиями заказчиков. Все равно они будут жить в этом интерьере, а не дизайнер. Нейтральные цвета могут быть в разных цветовых палитрах, в теплой или в холодной. В одной большой квартире эти палитры могут меняться, но, пожалуйста, не смешивайте их в одном помещении. Выбираем акцентные цвета. Когда вы выбрали, какими будут нейтральные цвета, будет очень легко определиться с акцентными. Мы часто спрашиваем наших заказчиков, какой цвет вы любите больше всего, какой вы хотели бы использовать. А если заказчику тяжело на это ответить, то мы спрашиваем наоборот, какой цвет вы ненавидите, не любите. И иногда такой подход дает лучшие результаты. И мы просто отказываемся от любых вариантов таких цветов. Акцентные цвета не обязательно должны быть очень яркими. Главное, чтобы они были в контрасте с нейтральными. Это создает графический эффект в интерьере. Акцент привлекает внимание и делает интерьер ярче и интересней. Мы все знаем выражение «вишенка на торте», а нет же такого выражения «торт, обмазанный вишневым месивом». Мы недавно закончили реализацию одного очень стильного интерьера, сделали его обзор на канале, и в комментариях постоянно стали писать, что очень темно, очень мрачно, но на самом деле в этом интерьере всего 2 черные стены. И получается, что эти 2 стены создали акцент, и именно акцент воспринимается нами как вот весь цвет интерьера. Он берет на себя все внимание и формирует у зрителя восприятие. Но на самом деле в этом интерьере совершенно не темно, но при этом он яркий и интересный. Еще был случай, в одном проекте я предложил заказчице сделать акцентную антрацитовую черную стену. Она очень долго отнекивалась, очень долго спала с этой мыслью, но в итоге я ее уговорил. Мы это реализовали, и когда она уже стала жить в этой квартире, она несколько раз мне говорила огромное спасибо. Потому что в жизни эта стена совершенно на нее не давила и делала интерьер таким ярким, контрастным и интересным. То есть без этой стены это был бы просто такой унылый, спокойный, дизайнерский, но совершенно неинтересный интерьер. Стена, по сути, сделала весь интерьер. Один акцентный цвет может также переходить из комнаты в комнату, такой красной линией, проходящей через весь ваш интерьер. И такие квартиры, дома всегда смотрятся очень цельно, интересно и по-дизайнерски. Обязательно прибегайте к этому приему. Работа с оттенками. Пол терраса у большинства ассоциируется со школьной столовой. И сколько-то не говорит, что это эксклюзивный пол, что он будет единственный в мире у вас, и второй такой копии не будет. Многих он все равно отталкивает. Все дело в том, что есть стойкая ассоциация, которая ничего общего не имеет с реальностью. А все дело в нюансах. Вот точно такая же история с цветом. Все воспринимают цвета как простые цвета из банки. Вот такой же красный. И все для себя представляют сразу простой топорный красный цвет. Возникает стойкая ассоциация, которая пугает заказчика. Вы, наверное, не очень понимаете, о чем я говорю, сейчас я попробую объяснить. Так же, как в музыке есть всего несколько нот, но при этом бесконечное количество сочетаний разных музыкальных композиций в совершенно разных жанрах. Вот то же самое и с цветом. Так, главных цветов всего несколько штук, но при этом цветовых сочетаний просто бесконечная цветовая палитра. Для своего интерьера не берите простые цвета из банки, используйте сложные сочетания цветов и их оттенков. Это касается как нейтральных цветов, так и акцентных.
По сути, нейтральный цвет – это сильно разбавленный акцентный. Посмотрите на акварельный рисунок, и вы поймете, о чем я говорю. И есть 3 способа, как получить интересный цвет из обычного. Надо создать оттенок. Он создается с помощью добавления в базовый цвет одного из 3 следующих. Добавляем белый. Так, например, из красного мы получим розовый. Добавляем серый. Так, из ярко-красного мы получаем более сложный цвет. Такой цвет в интерьере смотрится очень дорого. Добавляем черный, так мы получаем более глубокий и плотный сложный цвет. И теперь мы можем использовать эти сложные интересные цвета в нашем интерьере. Цветовая схема. Дальше мы выбираем цветовую схему, в которой будут основные цвета нашего интерьера. В этом нам поможет цветовой круг. В нем есть несколько основных цветов, а также их оттенков и сочетаний. Цветовой круг разделен на теплую половину и холодную. Какие же бывают цветовые сочетания? Монохромная цветовая схема, когда цвета идут по одному лучу цветового круга. Так мы получаем оттенки одного цвета. Акцентная цветовая схема. Это когда мы берем цвета из противоположных концов цветового круга. Но вы скажете, как же так? Это же холодная и теплая цветовая гамма. Как они будут сочетаться? Прекрасно, просто посмотрите. Нюансная цветовая схема. Это цвета, соседствующие на цветовом круге. Они считаются родственными. Теперь мы берем цвета из нашей цветовой схемы и создаем множество сложных цветовых оттенков. Влияние света. В любой жилой комнате есть окна, откуда поступает солнечный свет, а также осветительные приборы, из которых идет искусственный свет в ночное время суток. Свет очень сильно влияет на восприятие цвета в интерьере, и самый правильный свет – это, конечно же, дневной, и при нем все цвета смотрятся естественно и натурально. Когда мы включаем искусственный свет, то интерьер может полностью преобразиться. Есть 3 типа цветовой температуры. Все, что выше 5000 кельвинов – это холодный цвет. Около 4000 – это нейтральный цвет, а все, что ниже 3000 – это теплый свет, и я считаю, что он самый правильный и уютный для домашнего интерьера. Вы можете вечером посмотреть на окна любого большого многоквартирного дома и увидеть, как много там используется разных источников света. Есть синие квадратики, есть желтые квадратики, есть белые. И так можно напрямую понять, у кого какая световая температура. Если вы хотите создать эмоциональный интерьер, то просто сделайте его монохромным, а потом с помощью источников освещения хоть каждый день меняйте его цветовую температуру. Если у вас северная сторона дома и туда попадает мало света, то используйте светлые тона, максимально светлые. Тогда свет, попадая на них, будет отражаться и по максимуму освещать ваше помещение. Практические советы. Давайте я дам несколько практических советов. Вы выбрали в палитре цвет, и вот сейчас наступает момент, когда можно максимально разочароваться и попасть в неприятную ситуацию. Цвет на маленьком квадрате в магазине казался вам таким приятным и интересным, а когда вы выкрасили в этот цвет полностью стену, то он полностью преобразился, стал холодным или наоборот теплым, грязным. В нем появился какой-то оттенок, то есть он полностью поменялся, испортил вам настроение. И значит, что стену нужно перекрашивать, выбрасывать деньги. Так вот, всегда делайте выкрасы. Желательно выбрать несколько соседствующих цветов, сделать на каждый из них выкрас, принести эти выкрасы в квартиру и посмотреть на них вживую. Поверьте мне, одни и те же выкрасы будут в разных интерьерах смотреться совершенно по-разному. Обязательно прикладывайте выкрасы к чистовым материалам, так вы избежите множества ошибок. У меня постоянно возникает ситуация, когда заказчики присылают мне фотографию выкраса просто из магазина. И вроде как это окей. Вот у меня сегодня был такой случай. Потом заказчица присылает мне фотографию из своей квартиры, и там вообще этот выкрас смотрится по-другому. То есть он вообще полностью поменялся. Он стал очень темным, он стал каким-то фиолетовым, и мы сейчас переделываем, еще заказываем несколько выкрасов. Поэтому обязательно примеряйте ваши выкрасы именно к вашему интерьеру при его освещении. Еще желательно там же рядом к стене представить чистовые материалы, например, кусочек фасада, кусочек паркета. Соберите вот такой маленький мудборд, это может полностью заменить вам дизайн-проект, маленький набор образцов. Но без этого, скорее всего, вы будете просто пальцем в небо угадывать, и очень большая вероятность, что вы потом расстроитесь. И чем ярче цвета, тем больше вероятность ошибки. Это же касается брендов красок. Чем дороже краска, тем больше вероятность, что цвет на брошюре и цвет на вашей стене будут совпадать. У дешевых красок обычно это просто лотерея, вот пальцем в небо. Но при этом, если цвета базовые, простые, то в принципе можно использовать самые бюджетные краски. Но для ярких цветовых акцентов, если это какой-то сложный пыльный цвет,
я бы не использовал самые дешевые, потому что, скорее всего, вы получите какую-то хрень. Вот просто поверьте моему опыту. Вообще, кажется, выбрать цвет — это такая ерунда, просто взял и выбрал. Но когда вы видите вот эту огромную палитру, когда вы выбираете цвет, потом прикладываете его к другому, он полностью меняется, отражается. Потом вам кажется, что вы запомнили цвет, но через 5 минут вы уже не можете его найти в палитре. Поэтому всегда, выбирая цвет, прикладывайте палец, не знаю, с хорошим маникюром, и делайте фотографию. Только так вы запомните цвет. Ну или записывайте. На память можете даже не надеяться. Цветовая память — это так не работает. Для базовых цветов стен чаще всего подходят цвета вот самые первые в палитре, там первый, второй. Все, что ниже, обычно уже очень яркое, очень темное и совершенно вам не подходит. Опять же, поверьте моему опыту. И есть еще один очень важный момент. Цвета на стене находятся вертикально и смотрятся гораздо темнее, чем когда вы смотрите горизонтально на палитре. То же касается и плитки, и цвета на потолке. Вот у меня есть в квартире, например, цвет, идущий по стене и чуть-чуть заходящий на потолок. На потолке он смотрится темным, как темная полоса, хотя цвет один и тот же. Поэтому грань очень важна. И сочетание их, то есть пол будет один и тот же цвет на полу и на стене, и на потолке будут сильно отличаться. И я хотел бы оговорить очень важный момент. В дизайн-проекте просто невозможно указать единственный правильный цвет. Мы всегда указываем ориентировочные цвета. И на эти цвета нужно обязательно сделать выкрасы и посмотреть их в вашем интерьере. Потому что если вы тупо выкрасите предложенный цвет, то в вашем интерьере он может просто не подойти. И вас опять же будет ждать очень большое разочарование. Надо взять базу и несколько близких цветов, сделать выкрасы и примерить их в своем интерьере. В социальных сетях мне постоянно пишут: подскажи цвет Paral. Во-первых, цвет нельзя подсказать. Цвет, который вы видите на видео, скорее всего искажен цветокоррекцией, отражением, вашим экраном, и вряд ли он подойдет именно вам. Во-вторых, Paral никто не красит стены. RAL подходит разве что для мебели. Для стен используют обычно более сложные цветовые палитры, потому что RAL слишком топорный, чтобы выкрашивать с него стены. Даже мебель по RAL красят в очень простых ситуациях. Если вам нужен какой-то топорный черный цвет, антрацитовый, либо тепло-белый или холодный белый. Во всех остальных случаях лучше всего использовать палитру NCC. В ней гораздо более сложные и интересные оттенки цвета. Единственное, я могу подсказать цвета для металлических изделий. Вот если вы хотите покрасить какое-то подстолье из черного металла в черный цвет, то используйте RAL 9904 и вы не промахнетесь. А если вы хотите белый, теплый, приятный цвет, то вам подойдет 9010. Это цвет слоновой кости, такой приятный, теплый, белый оттенок. Я помню, как мы с заказчицей искали теплый белый цвет для ее стен. Мы реально пересмотрели все палитры и только в самой дорогой краске нашли вот один единственный оттенок, который подошел. Хотя, казалось бы, это просто белый цвет. Еще один частый вопрос. Сейчас в моде двери без наличников, двери под покраску. И меня постоянно спрашивают: а что, если я покрашу эти двери с разных сторон разным цветом? Конечно же, это можно сделать, это окей, и никаких проблем с этим не будет. Особенно, если у вас комнаты в разной цветовой палитре. Например, здесь у нас холодная комната, здесь теплая. Конечно же, красьте, и это будет смотреться нормально. Единственный момент — это как правильно сделать переход от одного цвета к другому. И идеально, чтобы он был не на наружном углу двери. Если там есть какая-то филенка, то уведите цвет туда внутрь филенки, чтобы переход был по внутренней части. Так будет гораздо симпатичнее. Еще мне часто пишут: у меня дубовый паркет, ореховый стол, красный диван, подскажи цвет стены. Вот такие вопросы очень сильно обесценивают профессию дизайнера, но я думаю, что если вы досмотрели до этой минуты этот ролик, то вы понимаете, что цвета выбираются не вот так, а это целая проделанная работа. Самый модный цвет. Самый модный цвет, как это обычно работает? Есть институт цвета Pantone. Вот каждый год они выбирают самый модный цвет года. Например, в этом году это был сложный фиолетовый цвет. И что теперь? Нужно все выкинуть, перекрасить стены, выкинуть мебель, все подобрать под этот цвет? Нет, так это не работает. А дизайнеры, у которых этот цвет случайно совпал с их цветом в интерьере, постоянно говорят: вот смотрите, ребята, у меня самый модный интерьер, я как знал, что его нужно использовать. Я помню, сам так пару раз говорил, когда мой интерьер внезапно становился модным спустя 5 лет. Но на самом деле самый модный цвет года — это просто обобщение мировых веяний, тенденций. Когда мы делаем себе ремонт, мы делаем его минимум лет на 10.
Поэтому дизайн интерьера — это самый инертный вид дизайна. И цветовая гамма здесь самая консервативная. Если мы, конечно, говорим о частном интерьере, если речь идет о коммерческом интерьере, о кафе, ресторанах, то дизайн здесь должен быть просто на пике моды. Здесь можно просто оторваться по полной. Цветом следующего 2023 года был выбран карминовый красный. Это мощный, бесстрашный и вдохновляющий цвет. Новый красный, который поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений. Ну что, вот вы закончили вчера свой ремонт, и вы готовы перекрасить свой интерьер в цвет года, в карминовый, чтобы быть в ультра-тренде? Небольшая историческая отсылка. Раньше все цвета и красители были натуральными. И, например, вот этот красный карминовый цвет добывали из насекомых. Поэтому они стоили очень дорого. Это были какие-то редкие насекомые. Поэтому, если вы видите этот яркий красный цвет на картине, вы должны понимать, что заказчик был очень состоятельный человек, и себестоимость картины тогда была очень высокой, потому что краска стоила очень дорого. Я смотрю на цвет года, на цветовую моду очень скептично. Если вы не тот модник, который 2 раза в год полностью меняет гардероб, то я думаю, что вы можете просто ограничиться ярким пледом на диване. Гонка за модными цветами будет выглядеть довольно странно. Монетизация сейчас не работает, поэтому если вы хотите поддержать наш канал и выпуск новых роликов, то я оставлю ссылочку на наш Boosty под видео. Будем очень благодарны за любую помощь. Если вам есть что добавить, что сказать от себя, то обязательно пишите в комментариях под видео. Если видео было полезным и интересным, то обязательно поддержите его лайком. Обязательно переходите и подписывайтесь на все наши инфоресурсы. Ссылки на них будут под видео. Там много всего для вашего вдохновения. И до скорых встреч. Пока-пока.